Всем привет! Итак, 22 апреля я оказался в Сент-Луисе. Что я знал о городе до этого? Что Владимир Тарасенко выиграл не так давно Кубок Стэнли в составе местного клуба. И что там есть большая арка, символ ворот на запад. Многие, наверное, слышали про арку в Сент-Луисе, гигантскую. Но, я не ожидал, что она настолько гигантская. Внизу под аркой оказался музей, в который я решил заглянуть. И только там я обнаружил, что, оказывается, внутри арки есть лифт, на котором можно подняться на смотровую площадку на самый верх. Эту возможность я никак не мог упустить, хотя до ближайшего свободного подъема нужно было ждать почти час. Не проблема. Время я скоротал, гуляя по музею. Музей посвящен истории коренных народов и первопроходцев, которые осваивали Америку на запад. И это было познавательно. Что касается самой поездки наверх, то интересности там начинаются с самого лифта. Конструкция арки не позволяла применить обычные модели лифтов, и в итоге придумали решение, совмещающее несколько кабинок, как в колесе обозрения, и тросовый лифт. Вот только я бы не рекомендовал идти туда тем, у кого есть клаустрофобия. А вид сверху шикарен. Говорят, что в ясный день видимость достигает почти 50 километров. Окошки сделаны на две стороны арки. С одной стороны вид на Миссисипи и штат Иллинойс, а с другой просто офигенный вид на Сент-Луис. Вот отсюда, получается, трамвайчик идет на самый-самый-самый-самый-самый верх. И вот там, далеко, высоко, есть вот такие вот окошки для просмотра на обе стороны. Охренеть, это 10-кратный зум. Высота арки, 192 метра, поэтому да, высоко. До отеля было ехать еще довольно долго, так что времени посмотреть что-то еще в Сент-Луисе у меня уже не оставалось, увы. Единственное, немного попетлял по улицам города, пока выезжал на трассу. Я хотел засветло добраться до Кубы, это так городок маленький называется, и в нем есть один очень интересный мотельчик – Вагонвилл. Это один из самых древних и до сих пор действующих мотелей на 66-й. Настоящее погружение в прошлое. И не только в смысле интерьеров. Этого мотеля нет на букинге. И связь с владельцами только по телефону или электронной почте. В общем, от этого отеля я ждал особых впечатлений. Ну что, а вот и веселая история. Короче говоря, забронировал очень колоритный отельчик. Даже частично внес предоплату, все окей. Приезжаю, на ресепшене никого. И все бы ничего, но есть нюанс. По какой-то причине мобильная связь на входящие и исходящие звонки здесь у меня не работает вообще. То есть вопрос, а как связаться? Нашел чуть дальше, там есть один ресторанчик. Он уже закрывался, но я успел туда заскочить. Убедил чуваков позвонить собственникам этого мотеля. Позвонили. Мне начинают рассказывать, что, значит, ключик оставили там на двери офиса. Что-то я до конца не понял, но, в общем, договорились, что в итоге, да, типа, мой номер 4, меня ждут, все окей. Ладно. Пошел искать ключ. Не нашел. Точнее как, не нашел. Практически нашел. Наверное, это имеется в виду, там такой есть белый ящичек на двери офиса. Проблема в том, что там внутри я вижу ключ, но его не достать. Он глубоко, а ящичек закрыт. Идти обратно в ресторан уже смысла нету, там уже никого. Они уже закрылись. Вокруг искать телефон тоже не у кого. Поэтому, что делать? Ну, решение оказалось неожиданно интересным. Замок от четверки оказался очень хлипенький, поэтому неожиданно получилось, что ключ от мотоцикла подошел практически для того, чтобы открыть замок в номер. В общем, заселился спустя полчаса после всех этих приключений. Владельцев мотелей я так и не увидел даже утром. Просто проверил, что номер оплачен, ничего не сломано, и поехал дальше. Буквально через 15 минут остановка. С 2008 по 2015 год
Это было самое большое кресло-качалка в мире. Довольно популярное место среди путешественников по 66-й. Дальше я хотел заехать к одному старому мосту, Локтю Дьявола. Место это недалеко от Сент-Роберта, но не самое людное, почти заброшенное. Дорожка туда оказалась ровная, извилистая и вообще без трафика. Так что от проезда к мосту я кайфанул по полной. Мост так называется из-за места. Локтем Дьявола называется излучина реки. В 19 веке по этой реке сплавляли лес, и этот поворот доставлял лесорубам кучу хлопот. Но вернемся к цивилизации. В Сент-Роберте я заскочил в местный визитор-центр поставить штамп и поспрашивать насчет интересных мест в этих краях. А потом поехал до Лебанона. Перед городком остановился около отеля Мангер-Мосс. Это еще один древний мотель, ему скоро 80 лет будет. Вообще думал остановиться в нем, но пришлось выбирать. Либо Вагонвилл, либо Мангер-Мосс. А в Лебаноне меня ждал очередной музей трассы 66. Как всегда, они обходятся без Форда. Куда же без него? Логично. Экспонатов было не так много, как в Пантиаке, но пара вещей прям сильно зацепила. Во-первых, понравилась инсталляция кафе и кабинки для отдыха, сделанных в стиле 40-х годов. 30 кабин 1940-х. Прикол. А во-вторых, мой взгляд привлекла игра трасса 66. Но подумал, что такую уже нигде не достать. Ух ты, блин, вот такую я бы хотел. А дальше опять дорога через леса и поля. Вот только местами оригинальной 66-й уже не было. Ее место занимает современный хайвей номер 44. И вот тут не могу не отметить одну особенность дорог США. Фуры здесь носятся просто пипец. И не только они. Ограничения на хайвее были 75 миль в час, то есть около 120 км в час. Я ехал чуть ниже ограничения, и меня обгоняли все, кому не лень. Тягачи, дома на колесах. В середине дня я оказался в Спрингфилде. Да, тут можно запутаться похлеще, чем с нашими Новгородами. Спрингфилд в штате Иллинойс и Спрингфилд в штате Миссури оба не самые маленькие города, и оба имеют отношение к трассе 66. Спрингфилд в Миссури – это, по сути, место рождения матери всех дорог. Но сначала немного предыстории. Принципы нумерации сети дорог США были разработаны в 1925 году, и эти принципы работают до сих пор.
Горизонтальные шоссе между Востоком и Западом носят четные номера, и нумерация начинается с юга. А вертикальные шоссе между Севером и Югом носят нечетные номера, и возрастание номеров идет с запада на восток. Изначально дороги между Чикаго и Лос-Анджелесом хотели присвоить номер 60, но этот номер оказался уже зарезервирован за шоссе в Кентукки. И вот 30 апреля 1926 года итогом заседания комиссии в Спрингфилде, Миссури, стала телеграмма в Бюро общественных дорог в Вашингтоне. В отношении дороги из Чикаго в Лос-Анджелес, если Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Иллинойс согласятся на номер 66 вместо 60, мы склонны согласиться с этими правками. Мы предпочитаем номер 66 или 62. И номер 66 был окончательно утвержден 11 ноября 1926 года. Длина первой версии этого шоссе составила 2448 миль или 3940 километров. Поболтав с менеджером визитор-центра в Спрингфилде и быстро пообедав, я покатил дальше. Очередная внеплановая остановка – мотель Бутс-Кот в городке Картаж. Очень уж необычным мне он показался. Еще один пит-стоп ждал меня в Картервилле, рядом с Уэб-Сити. Там я планировал просто заскочить в кафе-магазинчик Supertown 66, взять мороженое и поставить штампик в паспорт трассы. Вот только разговорился там с Андреа, владелицей этого кафе, и ее гостями, аж на 40 минут. Разболтались про особенности туристов из разных стран. В итоге даже про штамп в паспорт забыл. А еще, пока делал фотографии напротив этого кафе, познакомился с Микки, очень интересным персонажем, фанатом Route 66. Он увидел, что я фотографирую заброшенное здание на 66-й, и рассказал мне, что там сначала был банк, потом аптека и офис доктора по соседству, и кучу другой интересной инфы. А еще он подарил мне открытку трассы 66 из тех времен, на которой сфотографирован автосалон его отца. Hello, Mickey. What can you say about the photo you presented me? Yes, this is a postcard of our. We have a used car lot here on in Carterville, Missouri, and we're on Route 66. And my father and uncle started their car lot in 1946. And this is a picture of the front row of our cars for sale to people in the area. And this picture was taken in 1948. Just want to say it was right there, right? Yes, way down, 2 blocks down the street, and you'll be able to take a picture of it. And our old wrecker is there on our car lot, and it is the vehicle we use for towing cars, actually on Route 66, but all over this area. And I grew up riding in that old wrecker with my father and his uncle, or his brother, my Uncle Judd. Amazing story from people lived here all their life. Yes, and I'm still Awesome. there. Just an awesome. In business at that location. Thank you, Mickey. Thank you. I appreciate it. Thank you. Have fun on Route 66. Yes. Короче говоря, пока я добрался до Джоплина, последнего крупного города в Миссури, на моем маршруте, визитор-центр там уже закрылся. Так что я просто прогулялся по центральной улице и поехал дальше. Миссури мне показался похожим на Иллинойс своими пейзажами, но подкинул несколько отличных сюрпризов и оказался богат на общение с интересными людьми. А буквально через 5 миль меня ждал следующий штат – Канзас.